цена литра бензина достигнет как минимум 120 рублей. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк, за это в конце с меня не смешной анекдот. Тревожные прогнозы экспертов о неизбежном росте цен на моторное топливо в России, особенно на бензин, это реальность. Специалисты предрекают, что стоимость литра на АЗС может достичь как минимум 120 рублей. Но насколько реальна такая цена, которая вполне может вынудить многих отказаться от поездок на личных автомобилях, попробуем разобраться. К сожалению, хороших новостей для автомобилистов не предвидится. Пессимистические прогнозы основаны на вполне объективных факторах, таких как ослабление курса рубля, стремительный рост инфляции и изменения на мировом нефтяном рынке. Дополняют картину рост акцизов на топливо, частичные разрешения на экспорт бензина и, конечно же, регулярные атаки на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. Однако стоит отметить, и это, пожалуй, единственное утешение, что цена в 120 рублей за литр бензина невероятная для страны с обширной нефтедобычей, и она вряд ли станет реальностью в ближайшие дни или недели. Перестали покупать российский газ, подняли тарифы для населения. Логично ожидать, что после ввода санкций на российский теневой танкерный флот повысят цены на бензин для водителей. Тем не менее, прогнозируемое повышение розничных цен на 5 рублей за литр АИ-95 уже к концу этого месяца перспектива малоприятная для рядового автовладельца. И похоже, этого не избежать. Особенно если учитывать, что оптовые цены на эту марку топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигли максимума с начала года. Основная причина такого роста – ожидание официального разрешения правительства на экспорт бензина, которое будет действовать до конца месяца. А что нас ждет дальше, если цена действительно достигнет тех самых 120 рублей за литр 95-го? Однозначного ответа на этот вопрос у экспертов пока нет. Однако большинство участников рынка сходится во мнении, что к концу этого года розничные цены на бензин всех марок вырастет на 25-30%, вплотную приблизившись или даже превысив отметку в 70 рублей за литр. Впрочем, у правительства Российской Федерации есть инструменты для сдерживания роста цен на топливо, особенно с приближением посевной кампании. Среди них возможный новый запрет на экспорт, снижение акцизов, которые составляют 80% в структуре стоимости топлива, прямые субсидии нефтяным компаниям и меры по укреплению рубля. Остается только наблюдать, какие из этих мер сработают, но как показывает практика, в нашей стране всегда лучше быть готовым к неблагоприятным сценариям. Тем не менее, Китаю за бесценок продают, а народу повышают цены, хотя нефть девать некуда. Автовладельцам дают советы, как сократить затраты на эксплуатацию своих машин. Якобы это можно сделать с помощью использования топливных карт, изменения стиля вождения для экономии топлива и нужен своевременный уход за автомобилем. Напишите в комментариях, а почем вы сегодня заправились. Ну и обещанная мною шутка. Самый опасный человек для государства – это велосипедист. Он не платит транспортный налог, не берет кредит на покупку машины, бензин не оплачивает, тем самым не пополняет казну. Так как постоянно крутит педали, то и не болеет. Лекарства тоже не покупает. Практически предатель родины.